Здравствуйте, меня зовут Майя. Сегодня у нас интересная тема, что необходимо фикусу бенджамина в комнатных условиях. Ко мне очень многие обращаются с проблемой, что у фикуса бенджамина опадают листовые пластины. Давайте разбираться вместе, почему это происходит. В первую очередь хочу сказать о месторасположении. Когда вы покупаете фикус бенджамина, это обязательное условие – светлое месторасположение. Это может быть восток, северо-восток, северо-запад, север. Непосредственное освещение должно быть от окна. Это не второй свет. Фикус бенджамина должен находиться на первом освещении. Я объясню, что такое первое и что такое второе освещение. Первое освещение – это когда свет попадает непосредственно от окна. Второе освещение – это если за окном присутствует балкон либо веранда. Это второй свет. То есть на второй свет устанавливают растения, которые теневыносливые и тенелюбивые. Фикус – это то растение, которое должно стоять на первом освещении. Когда вы устанавливаете фикус бенджамина возле окна, не забывайте, что это растение не любит сквозняков, перепадов температур при проветривании помещения в осенне-зимний период. Не устанавливайте, пожалуйста, фикус бенджамина под кондиционер или напротив. От этого фикус бенджамина тоже сбрасывает листовые пластины. Фикусу бенджамина ни в коем случае нельзя делать повороты. Да, в комнате одностороннее освещение, да, ветки тянутся обязательно к окну, но дело в том, что если сделать поворот кардинально на 180 градусов, то, соответственно, фикус бенджамина обсыпет весь лист. Я вас научу, как правильно поворачивать фикус бенджамина. Вы поворачиваете фикус бенджамина на 20 градусов раз в месяц. Мы его как бы повернули, а он как бы и не понял. И листовые пластины в этой ситуации не осыпаются. Бывают такие моменты, когда человек меняет место жительства. Соответственно, при этом он перевозит все свои цветы. Что необходимо делать в этой ситуации? Вам необходимо обязательно расположить растения на ту сторону, которая максимально похожа на предыдущее помещение. То есть, если это был восток, поставить хотя бы на северо-восток, может быть юго-восток. Если это был запад, значит на северо-запад, юго-запад. Если фикусу поменять кардинально угол преломления лучей света, он весь обсыпется и даже может погибнуть. Поэтому обязательно просматривается момент установка на ту же самую сторону света. Еще одна причина, по которой фикус бенджамина может сбрасывать листья, это неправильный полив. Возможно, человек поливает и вода не проходит в поддон. В этой ситуации корневая система недополучает влагу. Возможно, человек планирует полив, поливает раз в неделю, почва мокрая, он не ждет подсыхания земляного кома и снова поливает. Я сейчас покажу, как правильно производить полив растению. Вода для полива должна быть обязательно тепловатая, градусов 30-34. То есть вы отдельно подогреваете часть воды до горячего состояния, добавляете в емкость с прохладной водой и делаете ее тепловатую. Корни растения – это ноги растения, они должны находиться в тепле. Поэтому постоянно вы подогреваете воду для полива, даже в летний период. Вы должны добавить лимонную кислоту для нейтрализации водной среды. 2 чайные ложки лимонной кислоты на 10 литров воды непосредственно перед поливом в теплую воду. Когда мы подготовили воду для полива, мы берем лейку и проливаем растения. Мы поливаем небольшими порциями, поливаем по всему объему вазона до появления воды в поддоне. Каждый кусочек почвы должен быть мокрый. Воду из поддона необходимо обязательно убрать через 30-40 минут. Это делается спринцовкой, губкой, влаговпитывающими салфетками. Вода убирается для того, чтобы не гнила корневая система без доступа кислорода. Если мы оставляем воду в поддоне, соответственно, гниет корневая система, растение погибает. Многие говорят, так это же мы зальем растение. Нет, это правильный полив.
после которого необходимо ждать момента подсыхания почвы. Почва может подсыхать неделю, 2 недели, месяц, 2 месяца. Это зависит от объема вазона, активности корневой системы в этом вазоне, влажности воздуха в помещении, температурного режима, сезона года и освещения. Поэтому, сколько бы почва не подсыхала, вы ждете момента подсыхания. Вы проходите мимо вазона с растением и смотрите: ой, еще верхний слой влажный, я еще подожду неделю. Через неделю: о, у меня высох верхний слой почвы, мне надо посмотреть, что там делается на глубину 1/3 вазона. Вы мысленно делите вазон на 3 части. Сверху по краю вазона подкапываете на 1/3. Мокро. Оставили еще подсыхать на неделю. Через неделю влажно. Еще оставляете подсыхать на неделю. Следующий полив фикусу бенджамина производится, когда на 1/3 вазона полусухая почва. Еле-еле прощупывается влажность. Вот тогда вы делаете опять обильный мощный полив и опять забываете до полусухого состояния почвы. Фикусу, как и любому другому растению, необходимо давать микро-макроэлементы. Соответственно, если не хватает микро-макроэлементов, фикус может сбрасывать листовые пластины. Поэтому дается подкормка для декоративно-лиственных каждый 3-4 полив, в зависимости от размера вазона. Внекорневые подкормки или листовые наносятся на верхнюю часть растения 1 раз в 2 недели. Итак, давайте подведем итоги, что же необходимо фикусу бенджамина в комнатных условиях. Первое. Хорошо освещенное месторасположение. Второе. Без сквозняков, без перепадов температур. Третье. Не устанавливать под кондиционер или напротив кондиционера. Не перемещать с одного помещения в другое. Не менять угол преломления лучей света. Необходимо правильно поливать и давать корневые и внекорневые подкормки. Всем удачи в выращивании растений. С вами была Майя Васенкова, садовник-консультант магазина «Ваш сад».